Все дети любят баловаться, что зачастую приводит к весьма неблагоприятным последствиям. Не является исключением и мир животных, ведь детская любознательность не знает границ, независимо от того, идет ли речь о людях или о братьях наших меньших. Точно так же и здесь. Однажды маленькая морская свинка, которая только недавно научилась изучать окружающий мир, захотела проверить содержимое странной стеклянной тары, стоявшей в углу кухни. Эта тара, как позже выяснилось, представляла собой обычную 3-литровую банку. Почему она стояла открытой и никем не замеченной? Вопрос отдельный. Возможно, кто-то из людей оставил ее после заготовок или просто забыл убрать, но для маленькой морской свинки это оказалось настоящим порталом в незнакомое и опасное пространство. Любопытство, как известно, не всегда безопасно. Морская свинка, обнюхав банку снаружи, вдруг заинтересовалась тем, что же находится внутри. Может быть, там пахло чем-то вкусным, а может быть, просто отражение света на стекле сыграло злую шутку, но она решила залезть внутрь. И как это обычно бывает, залезть-то она залезла, а вот выбраться назад не смогла. Стеклянные стенки оказались слишком гладкими, а диаметр горлышка слишком узким для того, чтобы повернуться и как следует оттолкнуться. Таким образом, еще пару минут назад смелая и веселая морская свинка внезапно оказалась пленницей. Сначала она не поняла всей серьезности ситуации. Она поиграла со своими лапками, покрутилась, попищала, попыталась поцарапать стенки. Но быстро осознала, она застряла. Она в ловушке. Сначала было просто неудобно, потом стало тревожно. Потом по-настоящему страшно. Морская свинка начала жалобно пищать, звать на помощь, надеясь, что кто-то откликнется. Ее крики эхом отдавались в банке и резонировали, делая ее саму еще более напуганной. Однако вскоре на зов отозвалась кошка. Она прибежала в комнату, настороженно осмотрелась и, заметив морскую свинку, которая прижалась к стеклу, моментально осознав, что ее подруга в беде, она принялась действовать. Сначала кошка пыталась достать ее лапой. Она запустила тонкую переднюю лапку в горлышко банки и нащупала морскую свинку, но не смогла зацепить ее так, чтобы вытянуть наружу. Потом она попыталась схватить ее зубами, как делает это, когда переносит малыша с места на место. Однако стекло мешало, хватка соскальзывала, и морская свинка оставалась внутри. Она попыталась ухватить ее за шкирку, привычный кошачий метод транспортировки малышей, но в узком горлышке не было места для маневров. Казалось, все тщетно. Многие животные на ее месте могли бы сдаться, особенно если бы не видели быстрого способа решения задачи. Но кошка, движимая не логикой, а древним и могучим инстинктом, не собиралась сдаваться. Ее подруга страдала, звала ее, нуждалась в помощи. Значит, помощь должна прийти, пусть даже ценой бессонных часов и неудачных попыток. Она продолжала тыкаться мордой в банку, обнюхивать ее, зарываться лапами в горлышко, пытаться приподнять емкость или хотя бы наклонить ее. На какое-то время она даже отошла, села напротив, наблюдая и размышляя, и, возможно, именно в этот момент в ее голове стала складываться мысль, которая позже спасет морскую свинку. Она снова подошла к банке, осторожно начала толкать ее носом. Ей удалось немного наклонить сосуд, и тогда морская свинка внутри начала перемещаться вместе со стеклянными стенками. Она испуганно зацепилась когтями, ее тельце перевернулось. Кошка заметила реакцию и повторила попытку. Постепенно она догадалась, если повернуть банку и наклонить горлышком вниз, то морская свинка, возможно, сама сможет выскользнуть. После нескольких проб и ошибок кошке все-таки удалось перевернуть банку вверх дном.
Сначала ничего не произошло. Морская свинка, испуганная, не сразу поняла, что это шанс. Но потом, почувствовав, что сила тяжести тянет ее в нужную сторону, она отчаянно заскреблась лапами, и через пару секунд ее маленькая мордочка показалась наружу. Она вывалилась на пол, слегка напуганная, но целая и невредимая. Что же произошло дальше? Морская свинка, едва оказавшись на свободе, сразу бросилась к кошке. Она начала ее вылизывать, как будто удостоверяясь, что с морской свинкой все в порядке, что она живая, что она снова рядом. Это был момент настоящего триумфа дружеской любви, преданности и упорства. Казалось бы, простая ситуация. Застряла морская свинка в банке. Но сколько эмоций, сколько напряжения и душевной теплоты в этой истории. Она наглядно показывает, на что способна подруга, пусть даже не человек, а животное, ради спасения своего друга. Дорогие друзья, эта история не просто забавный эпизод из жизни домашних питомцев. Это напоминание о том, как любовь и забота могут преодолеть препятствия, которые кажутся непреодолимыми. Мы часто недооцениваем животных, приписывая им простые, ограниченные реакции. Но эта кошка доказала: интеллект, настойчивость, стратегия — все это может быть свойственно даже тем, кого мы привыкли считать существами с примитивным мышлением. Она не бросила морскую свинку, не отвернулась, не оставила ее на произвол судьбы. Она боролась до конца и победила. Эта история — повод задуматься и нам, людям. Как часто мы сами сдаемся перед трудностями, не пытаясь искать другие подходы? Как часто мы игнорируем чью-то беду, думая, что это не наше дело? Как часто мы отмахиваемся от тех, кто зовет на помощь? Может быть, у этой кошки нам стоит поучиться настойчивости, преданности, готовности действовать ради тех, кого мы любим. И особенно умению не терять голову в трудной ситуации, а искать решение, даже если оно сначала кажется невозможным. Морская свинка теперь снова бегает по дому, играет, радуется жизни. А банка, та самая стеклянная ловушка, была вынесена из дома, чтобы больше не представлять угрозы. Ее оставили в сарае как своеобразный трофей, напоминание о том случае, когда животное проявило качества, достойные настоящего героя. И каждый раз, проходя мимо, члены семьи вспоминают ту ночь, полную переживаний, страха, но завершившуюся победой. Расскажите своим друзьям об этой истории. Пусть они тоже узнают, на что способна настоящая дружба. Поделитесь этим рассказом, пусть он станет напоминанием о том, как важны забота, любовь и готовность прийти на помощь. Даже если ты всего лишь кошка, даже если ты всего лишь маленькая морская свинка, оказавшаяся в большой стеклянной банке. Никогда не стоит терять надежду, если рядом есть кто-то, кто тебя любит. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, ведь впереди вас ждет еще много интересного. Мы рассказываем истории, которые вдохновляют, заставляют улыбаться и напоминают: чудеса случаются. До новых трогательных историй. Подписывайтесь, ставьте палец вверх и берегите своих хвостатых друзей.